Один из живописнейших уголков Азербайджана – город Кусар, уютно расположившийся у подножия Большого Кавказского хребта на высоте 700 метров над уровнем моря, в 180 километрах к северу от Баку, своей близостью к Дагестану и российской границе снискал себе своеобразное название «Северных ворот Азербайджана». Что же касается этимологии топонима, то в этой области существует множество всевозможных версий. От очень соблазнительной версии, связывающей название города с гусарами. Однако эта версия при более детальном рассмотрении не выдерживает абсолютно никакой исторической критики, потому что, несмотря на довольно интересную и яркую военную историю гусара времен Первой русско-кавказской войны, Лермонтова, Бестужева, Марлинского, чисто гусарских подразделений здесь никогда не дислоцировалось. К тому же само название «Кусар» можно встретить в многочисленных летописях, исторических источниках или серьезных научных работах типа трактата Аббаскула Абакиханова 1841 года «Гюлистан и Ирам», где селение Кусар упоминается при описании событий 1602 года. Более реалистичные и убедительные версии привязывают название города к протекающей рядом реке Кусар-Чай, чье название, в свою очередь, в арабских источниках интерпретируется как Аль-Каусар, то есть река изобилия. Известный этнограф, кавказовед Михаил Митатович Ихилов склонен объяснять название как Кут-Цар, что в переводе с лезгинского означает «божественное начало», обитель богов. Есть версия, связывающая название города с древним тюркским племенем Гуз, которым было прибавлено слово «эр» – мужчина, то есть мужчины из племени Гузов. Созвучной этой версии является версия, связывающая название гусар с албанским племенем Кас, или во множественном числе Касар. Впоследствии близлежащие селения очень часто называли это место Касар-Хюр. Хюр по-лезгински означает «селение». В последующие периоды частица «хюр» отпадает, оставив корень «ксар» или «кцар». И лишь после размещения здесь российского военного гарнизона в начале XIX века местно приобретает более известное нам несколько русифицированное название Кусары. Так или иначе, присутствие арабских, албанских, лезгинских, тюркских версий в объяснении этимологии этого города является наглядным свидетельством того, что исторически здесь соприкасались самые различные культуры и цивилизации. Это не могло не наложить своего отпечатка на облик гусара, его архитектуру, его традиции, его богатую историю и, не в последнюю очередь, его удивительную кухню. Кусар чрезвычайно интересен не только своей чарующей природой, но и богатыми традициями. Исторически здесь проживали представители самых различных этносов и культур: азербайджанцы, русские, евреи, поляки, немцы. Подавляющее же большинство населения Кусара составляют лезгины, чья богатая и самобытная культура является достоянием как Азербайджана, так и всего Кавказа.
На протяжении веков образ могучего орла, гордо раскинувшего вширь крылья, был своего рода символом Кавказского региона. Примечательно, что само понятие «орел» в лезгинском языке переводится как «лег». Именно так называлось одно из древних албанских племен, наследниками которого являются современные лезгины. Первоначально племена легов проживали на западном берегу реки Самур. В последующие столетия они перемещаются далее на юг, к Шахдагу, а по мнению Страбона, именно гаргарский язык и язык древних легов лягут в основу языка Кавказской Албании. Так или иначе, образ лега, что переводится с лезгинского как «орел», станет неотъемлемой частью культуры, искусства, фольклора практически всех кавказских народов, что как нельзя лучше раскрывается в великолепном танце, именуемом лезгинка. Молодец! Хорошо танцует, парень. Образ орла является одним из основных элементов в знаменитом танце с говорящим за себя названием «лезгинка». Этот образ очень выразительно воспроизводится танцором, когда, поднявшись на носки и гордо раскинув руки крылья, он плавно выписывает круги, словно собираясь взлететь. Женская партия танца ассоциируется с лебединым образом, завораживающим грациозной осанкой и плавными движениями рук. Городская, а точнее градостроительная история гусара неразрывно связана с располагавшимися здесь на протяжении без малого 2 столетий крупными военными подразделениями. Так, еще в 1820-е годы офицеры расквартированного в Кубе 81-го Апшеронского полка жаловались на не совсем удачный выбор места и связанную с этим частую заболеваемость солдат малярией. В 1822 году командующий российскими войсками на Кавказе Алексей Петрович Ермолов отдает распоряжение о передислокации Апшеронского полка в урочище Кусары, чуть-чуть к северу от Кубы. Именно это место в офицерской среде долгое время именовалось не иначе, как Новая Куба. Апшеронский полк в 1840-е годы сменит Шерванский полк. Период командования полком генерала Захара Сергеевича Манюшкина с 1848 по 1953 годы приходится ренессанс этого воинского подразделения и место его расположения. Наконец, 40-х, начало 50-х годов приходится развитие Кусар как городского поселения. Здесь выстраиваются просторные казармы, школы, создается почтово-телеграфное управление, четко прокладываются 4 улицы или линии вдоль реки Кусарчай: Садовая, Дворянская или офицерская, Средняя, а далее Житовская. В 1851 году закладывается православная церковь. За ней католический костел, здание которого сохранилось и по сей день, и сегодня здесь размещается художественная галерея, синагога. Таким образом, усилиями военного командования в урочище Кусар складывается небольшой, но крепкий орешек хорошей, грамотно продуманной градостроительной структуры. В 1895 году Шерванский полк перевели из Кусара в дагестанское село Хасавюрт, а здесь расположилась горная артиллерийская батарея 2-го Кавказского армейского корпуса, которую затем сменил 4-й резервный кубанский пластунский батальон. Перепись 1897 года выявила в Кусаре 1595 жителей, из которых 936 были православными, 361 мусульманами и 211 иудеями. В 1930 году Кусар становится районным центром. В 1938 ему присваивается статус города и административного центра одноименного района. Однако и в советское время в Кусаре размещались различные армейские подразделения, наиболее известным из которых являлась военная авиационная школа механиков.
Сегодня здесь располагается один из гарнизонов вооруженных сил Азербайджанской Республики. Именно с военной историей Кусара связано появление в этих местах двух выдающихся русских поэтов и литераторов XIX столетия – Михаила Юрьевича Лермонтова и Александра Александровича Бестужева-Марлинского. По прибытии в Гусар в сентябре 1837 года Михаил Юрьевич Лермонтов останавливается в доме своего доброго знакомого, военного врача подполковника Маршева на бывшей Дворянской, или, как ее еще называли, Офицерской улице. Неподалеку проживал почитаемый местный житель по имени Гурбан, дочь которого Захра пленила Лермонтова красотой своих черных глаз. Именно этим чарующим глазам горянки, как гласит предание, были посвящены строки из лермонтовского стихотворения «Кинжал». «Лилейная рука тебя мне поднесла в знак памяти в минуту расставания, и в первый раз не кровь вдоль по нему текла, но светлая слеза, жемчужина страдания, и черные глаза, остановясь на мне, исполнены таинственной печали, как сталь твоя при трепетном огне, то вдруг тускнели, то опять сверкали». В память о пребывании Михаила Юрьевича Лермонтова в Кусаре, у дома, где он останавливался, установлена стела с барельефом великого поэта и мемориальной доской, на которой написаны его известные строки. «Приветствую тебя, Кавказ седой, твоим горам я путник не чужой. Как я любил, Кавказ мой величавый, твоих сынов воинственные нравы». Будучи в Кусаре, Михаил Юрьевич Лермонтов был приглашен своим другом, ученым и философом Хаджи Али Эфенди Челигирским в качестве почетного гостя на свадьбу в близлежащее селение Урва. Именно там Лермонтова ожидала довольно интересная встреча с известным местным сказителем Ашугом Лезги Ахмедом. Блистательно исполненный Ашугом Дастан Ашир-Гариб ляжет впоследствии в основу одноименного произведения Лермонтова. Примечательно, что в 1837 году, в год прибытия Лермонтова в Кусар, у мыса Адлер погибает еще один яркий представитель русской литературы, также служивший в Кусаре и оставивший здесь яркую память о себе – Александр Бестужев-Марлинский. Один из участников восстания декабристов 1825 года, Александр Бестужев-Марлинский, впоследствии был сослан на Кавказ, что называется, под пули горцев. Однако его уважительное отношение к нравам и обычаям местных жителей, его умение понять и прочувствовать эту культуру, а самое главное, донести ее до весьма взыскательного петербургского общества, позволили ему стать одним из первых русских кавказоведов и писателей, чьими произведениями зачитывались в лучших салонах Петербурга. Сегодня мы имеем честь показать вам дом, в котором сохранились последние артефакты, связанные с жизнью и деятельностью в Кусарах этого удивительного человека. Походный раскладной стол и самовар Александра Бестужева-Марлинского и сегодня бережно сохраняются в семье наследников гусарского историка и краеведа Роберта или Хаджи Рубера Самедова, чей дед Хаджи Исмаил был учеником Хаджи Али Эфенди Челигирского, лично знавшего Александра Бестужева. Как знать, быть может, за этим вот столиком при свете свечи или лучины и создавались те самые бестужевские бестселлеры, которым зачитывался Петербург. Однако Бестужева с Кусаром связывало не только это. Будучи в Кусаре, Бестужев-Марлинский женился на местной красавице по имени Ругия, сестре своего сослуживца и друга Ибрагим Халила. После гибели мужа, как рассказывают местные жители, она вышла замуж за пожилого генерала, с которым затем выехала в Петербург. Согласно распространенной истории, именно там ее случайно увидел молодой, но очень талантливый художник Иван Николаевич Крамской, когда у коляски, в которой ехала барыня, сломалось колесо. Пока меняли колесо, художник успел сделать несколько набросков восточной красавицы. Однако гордая лезгинская ханум наотрез отказалась назвать свое имя, отчего замечательное полотно Крамского получило название «Неизвестное». Все это может показаться отчасти историей, легендой, но именно из таких легенд складывается городской фольклор, которым не перестает подкупать
город Гусар. Если место пребывания Лермонтова в Кусаре достоверно известно, то о доме, где проживал Бестужев-Марлинский, существуют предположения, по-своему не лишенные интереса. В этом доме, на углу бывших Садовой улицы и улицы Минайка, некогда принадлежавшем священнику Орлову, с 1835 по 1937 год проживал Александр Бестужев-Марлинский. Его жизнь оборвалась после сражения под Адлером. Традиционно считается, что где-то там и был похоронен Бестужев-Марлинский. Однако известный кусарский краевед и исследователь Робер Самедов по воспоминаниям своего деда утверждал о том, что соратники Марлинского, Хаджи Исмаил и его денщик, перевозят раненого Александра Марлинского в Кусары и хоронят неподалеку от Урвинских полей. Так или иначе, истинное место захоронения одного из выдающихся литераторов, декабристов и общественных деятелей, а главное, первых кавказоведов, и по сей день остается тайной, ожидающей своего исследователя. В одной из своих зарисовок о Кусаре Александр Бестужев-Марлинский отмечает: климат в окрестностях Кусар губителен только для новичков, впоследствии же очень сносен. Леса поглощают вредные испарения и охлаждают знойную атмосферу лета. Именно эту благодать лесной прохлады и сегодня можно ощутить в раскинувшемся на территории 3 гектаров лесопарке в самом центре Кусара. Одна из главных достопримечательностей города, Кусарский парк, имеет более чем полуторавековую историю. Одной из достопримечательностей города Гусар является удивительный, один из старейших в Азербайджане лесопарков, разбитый во времена Российской империи в 1853 году, в год начала Крымской войны, когда удалось отгородить 3 гектара леса и пробить прямые, четкие, уютные аллеи, дорожки. В последующие десятилетия парк украшался различного рода скульптурами, которые сегодня доносят до нас память об досоветском, советском, постсоветском периоде. Сегодня парк носит имя выдающегося общественного деятеля Наримана Нариманова. Неизменным на протяжении этих 1,5 веков оставалось одно. Именно здесь, на этих милых скамейках, в этих уютных аллеях встречались, влюблялись, создавались семьи, растили своих детей поколения гусарцев. И именно эта добрая традиция продолжает жить и сегодня. Несмотря на хрустально чистый горный воздух и завидную экологическую обстановку, жители Кусара в последние годы внедряют новшества, которым могут позавидовать многие куда как более крупные города страны. При этом речь идет не о каких-то высокотехнологических инновациях, а о велосипедных дорожках, которыми размечены магистральные улицы современного Кусара. Не меньший исторический интерес, чем сам город Кусар, представляют расположившиеся вокруг него древние селения. Одни возводились как укрепленные высокогорные крепости, другие были известны своими святынями. Во многих селениях фрагменты некогда внушительных фортификационных сооружений и сегодня соседствуют с местами поклонения. Высокогорное селение Аных – наглядное тому подтверждение.
древности селения Аных можно судить хотя бы по этимологии его названия. Местные жители называют его очень необычно. Uşaqlar salam aleyküm. Qədimdə kəndimizin adı nə idi? Ünük. Это название очень перекликается с названием племени гуннов. Что же касается стратегической значимости этого селения, то о нем более чем красноречиво свидетельствуют фортификационные сооружения, сохранившиеся аж с IX века. Арабские источники периода X века, в частности, история Абдуль-Муслима, сообщают о целой череде оборонительных укреплений и бастионов в горах Большого Кавказа, одним из которых было селение Аных. Оборонительные сооружения просуществовали до 1288 года. Сегодня о них свидетельствуют лишь некоторые фрагменты, как, например, часть крепостной стены, высота которой варьировалась от 6 до 9 метров, а толщина достигала 2 метров. Учитывая то, что селение находится на высоте 1100 метров над уровнем моря, это обеспечивало великолепный контроль над горным перевалом Салават. Не менее интересным фрагментом бывшей Анахской крепости является башня углового бастиона, диаметр которой достигает 6 метров. Это тот случай, когда даже развалины крепости не перестают впечатлять своим величием. Наряду с величественными реликтами оборонительных сооружений, селение Аных известно мечетью с удивительным внутренним убранством и не менее оригинальным названием – Махалын-Таджи. Интереснейшей достопримечательностью древнего села Аных является мечеть, которую местные жители называют не иначе как Тадж-Махал. Как гласит одна из местных историй, эту мечеть построил селянин, побывавший в Индии. Именно этим объясняется весьма оригинальное решение купольного перекрытия с 4 фланкирующими башенками, отчасти напоминающими самый крупный мусульманский храм в мире. Мечеть выдержана в местных традициях. Потрясающая кладка из речного камня, в которую умелая рука мастера вплела кирпичные ленты, а также дату строительства мечети по лунному летоисчислению 1330 год, 1911-12 годы. Наряду с очень оригинальным исполнением фасада мечеть имеет удивительные интерьеры, расписанные настолько яркими и сочными красками, что и сегодня не перестаешь удивляться этой тонкости работы, зачастую исполненной на саманном покрытии стены. В своем сегодняшнем виде мечеть Махалын-Таджи, использующаяся отчасти как некое подобие краеведческого музея, требует серьезной и тщательной реставрации. Самое же главное — вернуть мечети ее изначальное предназначение — действующего храма, намоленного и почитаемого места. Это особенно важно для такого селения, как Аных, где жители трепетно берегут свои святыни. Одно из них является древнее Аныхское кладбище, чей возраст исчисляется приблизительно I веком нашей эры. Наиболее посещаемым местом на кладбище является пир Дарвиш-Баба, названный по имени праведника, которого местные жители и сегодня почитают за добродетель. Памятники древности в кусарском селении Аных соседствуют с благоустроенной школой, развивающейся инфраструктурой.
самым же главным богатством селения являются его жители. Это и почитаемые аксакалы, и мастера-умельцы. Один из таких мастеров – местный ветеринар Руфат хан Ахмедов, известен в селении своими оригинальными работами по дереву. История Гусарского района, как и многих районов Азербайджана, это не просто безмолвие древних надгробий, величие фортификационных сооружений или изящество старинных мечетей. Это в первую очередь живая история, как, например, в случае с уроженцем селения Аных Руфатом хан Ахмедовым. Ветеринар по образованию. Этот человек умеет извлечь из любого куска дерева какой-то очень оригинальный предмет или форму. Подобно тому, как Микеланджело в каждом куске мрамора видел статую, Устад Руфат, как его здесь называют, в куске дерева видит оригинальные формы, которые рождаются в его умелых руках. И именно такие мастера делают Гусар привлекательным не только с точки зрения экотуризма, но и удивительным местом для этнического туризма. Помимо небольших кустарных промыслов, Кусар славится как один из признанных центров ковроткачества в Азербайджане. Традиции этого ремесла испокон веков передавались из поколения в поколение от матери к дочери. Кусар известен особой разновидностью безворсовых ковровых изделий под названием сумах. Долгие годы гордостью кусарцев являлся самый крупный в стране ковроткацкий станок, за которым одновременно могли работать до 10 мастериц. И хотя сегодня кусарские ковроткачихи предпочитают работать дома, хочется верить, что этот станок вновь соберет вокруг себя лучших мастериц этого удивительного края. По-своему знаковым промыслом в Кусаре является традиция вязания теплых шерстяных носков – джурабов. Исполненные с особым мастерством, украшенные затейливыми узорами, джурабы радуют глаз и дарят тепло холодными вечерами, столь характерными для высокогорного климата. Не менее интересные страницы средневековой истории Азербайджана раскрывают мавзолей шейха Джунейда в селении Яргун или Хазра. В 1460 году именно в этих местах, у самой северной оконечности Кусарского района, произойдет столкновение двух великих династий, управлявших последовательно Азербайджаном с 9 по 18 столетие – Шерваншахов и сефевидов. Шейх Джунейд, возглавивший газелбашское войско сефевидов, встретится с Шерваншахом Халилуллой I и в битве у селения Гепчах потерпит жестокое поражение. Сам шейх погибает в сражении, его мюриды перевозят его с правого берега реки Самур на левый берег и хоронят в этих местах. Впоследствии на месте захоронения шейха Джунейда его внуком, великим правителем сефевидов Шахом Исмаилом Хатаи в 1544 году будет выстроен величественный мавзолей. А при шахе Аббасе в 16-17 веках сюда переселяются выходцы из Ирана, для которых это место станет святыней. Возможно, поэтому деревня, где находится мавзолей, называется Хазра, от слова «хазрат» – священный, святой.
Живописные горные пейзажи Кусара вдохновляли не только поэтов, но и художников. Серия великолепных полотен Саттара Бахлулзаде — наглядное тому подтверждение. Многие из шедевров признанного мастера были навеяны магической красотой шахдахских предгорий. Неподалеку от горнолыжного курорта Шахдах, в уютном и живописном ущелье, со всех сторон окруженном горными вершинами, расположилось древнее селение Лаза или Лацар, как его называют местные жители. Именно отсюда у альпинистов начинается восхождение на царственный Шахдах, а благословляет их в этот непростой путь древний пир селения Лаза и мечеть, которой более 300 лет. Именно это сочетание удивительной красоты, альпийских лугов, парящих над ними орлов, а самое главное – духовности и истории создает тот феномен кусарских селений, которым мы по праву гордимся. Кусарский район отличается удивительно богатой природой. На территории района находятся 4 из 9 климатических поясов, имеющихся в Азербайджане. Неповторимый по своей красоте край с богатой флорой и фауной словно создан для экотуризма. Первое, что поражает по прибытии в Гусар, это удивительный, хрустальный, чистейший воздух, которым просто невозможно надышаться. Сама природа щедро одарила этот край множеством красот. От покрытых снегом горных вершин до альпийских лугов и от утопающих в зелени садов домов до густых лесов, которыми покрыта без малого 5-я часть района. Особенностью, своего рода визитной карточкой этих мест являются водопады, вот как эти 2 парных водопада, которые, замерзая зимой, образуют причудливые ледовые фигуры и по замерзшей отвесной поверхности гор устраиваются состязания по спортивному ледолазанию. Воистину, в таких местах невозможное становится возможным, и поневоле складывается своеобразный перефраз знаменитой баллады Владимира Высоцкого «Лучше гор могут быть только горы, те, что я в Кусарах покорял». Значительная часть Гусарского района входит в состав Шахдахского национального парка. Именно здесь расположена самая высокая точка на карте Азербайджана – гора Базар-Дүзю, вершина которой возвышается на высоте 4466 метров над уровнем моря, а у подножия горы на протяжении веков собирались ярмарки, куда прибывали караваны из самых различных регионов. Отсюда, собственно, и название вершины – Базар-Дүзи – рыночная площадь. Однако самой главной природной достопримечательностью Кусарского района является вершина, название которой говорит само за себя – Шахдах, царь-гора. Взметнувшаяся на высоту 4243 метров над уровнем моря, эта гора является собой один из красивейших пейзажей в Азербайджане, где на вершинах даже летом лежит снег. Помимо своих царственных очертаний, эта гора имеет колоссальное значение в водоснабжении Баку. Ведь именно здесь начинается речка Шахнабад, питающая Гусар-чай, именно талыми водами вершины Шахдаг,
через Гильский лес подпитываются огромные запасы подпочвенных вод в Худате, откуда берет начало крупнейший в Российской империи, возведенный в 1917 году, Шалларский водопровод и сегодня обеспечивающий 20% водного запаса Баку. Нетрудно догадаться, насколько дорогостоящим было строительство водопровода. Именно поэтому, согласно весьма распространенной истории, пытаясь пробить этот проект городской думе, инженер водопровода, британский гидрогеолог Уильям Линдлей и выдающийся азербайджанский индустриалист и меценат Гаджи Зейналабдин Тагиев использовали несколько романтизированную, хотя и не лишенную технического обоснования теорию. До тех пор, пока вершина Шахдага будет в снегах, Баку будет иметь постоянный источник великолепной, качественной питьевой воды. Не случайно, что именно у подножья горы Шахдаг расположился крупнейший в Азербайджане одноименный горнолыжный курорт. Климатические условия, идеальные для лыжного спорта и сноубординга зимой и экотуризма летом, привлекают посетителей в течение всего года. Горнолыжный курорт Шахдаг прекрасно оснащен, оборудован лыжными трассами общей протяженностью 19 километров, системой канатных дорог с захватывающим видом, а также развлекательной инфраструктурой. Одним из наиболее ярких впечатлений о Кусаре у всех, кто посещает этот живописный уголок Азербайджана, является удивительная местная кухня. Доброжелательные и хлебосольные кусарцы с радостью предложат вам богатый выбор более чем специфичных местных блюд. Это и безумно вкусный хлеб храфу, который выпекается в особой печи, называемой хар. Это и своеобразная лезгинская пицца, алуга, также известная как шакука, и особые кусарские кутабы, афары, отличающиеся внушительными размерами и обильной начинкой из луговой зелени. Богатая природа и многовековые садоводческие традиции стали причиной того, что в советское время Кусар считался одним из важнейших плодоводческих районов Азербайджана. Здесь работало несколько консервных заводов, сырье которым бесперебойно поставляли утопающие в зелени кусарские фруктовые сады. А еще до Горбачевской катастройки, сопровождавшейся антиалкогольной инквизицией, в Кусаре было развито виноделие. При этом особые сорта винограда, выращивавшиеся здесь, были завезены из Франции. Хочется надеяться, что все это вновь возродится на качественно новом уровне в современном Азербайджане. Кстати, в альпийских лугах горных селений Кусара и сегодня собирают вкуснейший мед, имеющий, по мнению местных пчеловодов, особую целительную силу. Наряду с этим Кусар не обошли стороной многие драматичные повороты азербайджанской истории. Одним из них станет военная кампания персидского правителя Надир-Шаха в 30-е годы XVIII столетия и передающийся из поколения в поколение эпизод, связанный с местной горско-еврейской общиной. В 1734 году, после того, как из региона уходят российские войска, Надир-Шах совершает ряд карательных операций, сопровождавшихся довольно кровопролитными, рейдами. И вот когда персидская конница вошла в Гусар, она застала большую часть еврейской общины в синагоге. Это был шаббат. Ворвавшись в храм,
глава персидского воинства увидел человека с книгой. Им был раввин Рувим бен Шамуил. И когда воин занес меч над раввином, раввин прикрылся книгой. По чудодейственному стечению обстоятельств лезвие меча разрезало несколько листов книги. Но для персидского воинства это стало знамением. «Книга – знамение свыше», – сказал персидский воин. «Каюсь и не причиню вам больше вреда. Все это произошло так по благочестию твоему, Равви». Персидская конница уходит из Кусары, не причинив вреда местным горским евреям. Впоследствии наследники кусарских евреев переселяются в Кубу, где ими был основан квартал под очень характерным названием Гусори. И сегодня в этом квартале красуется самая роскошная шестикупольная синагога Кубы. Не менее трагичными для Кусара окажутся кровавые события марта-апреля 1918 года, когда развязанная большевиками и дашнаками резня мусульманского населения в Баку дойдет до северных регионов Азербайджана. Но именно здесь, в Кусаре, эта агрессия столкнется с неожиданно жестким сопротивлением. 23 апреля 1918 года, вскоре после мартовской резни в Баку, учиненной дашнаками и большевиками, большевистское правительство Бакинской коммуны во главе со Степаном Шаумяном отправляет в Кубу отряд под командованием Николоза Геловани для установления советской власти, который на деле обернется очередной этнической чисткой. Через несколько дней гусарские повстанцы под командованием Мохобали Эфенди и Алибека Зизикского выбьют большевиков и дашнаков из Кубы. Ответной реакцией Бакинского совета народных комиссаров станет отправка в Кубу куда как более многочисленного и вооруженного подразделения под командованием Амазаспа Сварцяна, который учинит в Кубе кровавую бойню местного мусульманского населения. Решающее сражение между большевиками и дашнаками с одной стороны и кубинско-кусарскими повстанцами с другой произойдет у небольшого местечка близ деревни Дигяк между Кубой и Кусаром. В ходе этого сражения местные добровольцы под командованием Хатамага Чакарви, Мохобали Эфенди и того же Алибека Зизикского дадут мощный отпор превосходящим силам большевиков и дашнаков. Однако в ходе сражения погибнут 16 тысяч местных добровольцев. Само место сражения получит название Ганлы-Дара, а героем этого сражения впоследствии на одной из центральных площадей Гусара будет установлен величественный конный памятник. Не менее яркие страницы вписаны уроженцами Кусара в историю Великой Отечественной войны. Махмуд Абилов прошел войну от Демянска до Эльбы, где произошла встреча советских войск с союзниками по антигитлеровской коалиции. А перед началом завершающей Берлинской операции в апреле 1945 года в возрасте 47 лет он удостоился звания генерал-майора. Махмуд Абилов был одним из 2 генералов во всем Азербайджане, удостоившихся звания «боевой генерал», как и дважды Герой Советского Союза генерал Ази Асланов. Десятки кусарцев отдали свои жизни в другой Отечественной войне, в Карабахе. Героически погибший в 1992 году в небе над Карабахом военный пилот Фахраддин Мусаев удостоился звания «Национальный герой Азербайджана». Это же звание будет присвоено еще одному кусарцу, рядовому Чингизу Гурбанову, в ходе 4-дневной войны в апреле 2016 года. В Кусаре чтут память своих героев. Одной из причин столь ярких боевых заслуг кусарцев, по-видимому, являются глубокие спортивные традиции этого региона, в частности, в сфере единоборств. И сегодня местные жители с гордостью вспоминают известного в Азербайджане и за его пределами силача и борца греко-римского стиля Алиуллу Наджарова. Участник Великой Отечественной войны, Алиулла Наджаров взрастил целую плеяду признанных мастеров борьбы и силовых упражнений. Достойным продолжателем спортивных традиций Кусара станет первый олимпийский чемпион независимого Азербайджана Назим Гусейнов, принесший нашей стране золото в соревнованиях по дзюдо на Олимпиаде в Барселоне в 1992 году.
а уроженка Кусара Фарида Азизова станет первой представительницей Азербайджана, завоевавшей медаль чемпионата мира в женском тэквондо, и первой спортсменкой, представлявшей Азербайджан в этом виде спорта на Олимпийских играх. Не менее интересными являются футбольные традиции Кусара, которые сегодня продолжает подающий большие надежды юношеский футбольный клуб «Шахдар», представлявший Азербайджан в Милане в 2016 году. Основанный в 1950 году, футбольный клуб «Шахдар» является одним из старейших в стране. Надеемся, что юниоры впишут новые яркие страницы в историю своего клуба. Однако Кусар славен не только героями отечественных войн, яркими спортсменами и олимпийскими чемпионами. Здесь родились многие выдающиеся ученые, врачи, нефтяники, научные деятели, известный инженер Низамеддин Агамурадов, доктор физико-математических наук Керим Керимов, доктор нефтехимических наук Кемал Абдулаев, доктор сельскохозяйственных наук Назим Амиров, доктор искусствоведения Нураддин Хабибов и многие другие. Небольшой город на севере Азербайджана известен и как родина выдающегося врача, хирурга-ортопеда с мировым именем. Одной из достопримечательностей бывшей Житовской улицы города Гусар является внешне непримечательный, но знакомый каждому гусарцу дом выдающегося врача-ортопеда, героя социалистического труда Гавриила Абрамовича Илизарова. Как и все очень талантливые люди, Илизаров прошел довольно сложный и подчас полный приключений и перипетий жизненный путь. В этом доме прошли его детские годы. Старший ребенок в семье, где подрастало 4 братьев и 2 сестры, Гавриил Абрамович пошел в школу в 10-летнем возрасте. Он просто не имел возможности позволить себе такой роскоши, как школа, поскольку нужно было помогать отцу с выпасом скота. Однако за 1 год он проходит сразу же 3 класса, а решение стать врачом было принято в результате очень оригинальной ситуации. Помог, что называется, его величество, случай. Дело в том, что в 20-е годы, в период постоянного недоедания, кусарские мальчишки не упускали возможности залезать в сады и кушать плоды. Замечательные кусарские плоды, груши. Так вот, однажды залезший в такой вот сад Гавриил набрал груш, не обратив внимания на то, что плоды были обработаны специальной жидкостью от насекомых-вредителей. Голодный мальчик начинает поглощать плоды, а к ночи у него разыгрывается серьезнейшее отравление. Его буквально спасает местный фельдшер, причем очень такой картинного типа, доктор Айболита. Вот как это случается с врачами-подвижниками. Человек, спасший жизнь Илизарову, остался так неизвестным историей. Его имя до сих пор никому не известно, но именно вот это вот умение фельдшера прийти на помощь и буквально вырвать ребенка из рук смерти наводит Гавриила на мысль о том, что он хочет посвятить свою жизнь спасению людей. И именно этой благородной профессии посвятит свою жизнь один из достойнейших уроженцев города Кусар. Однако в несколько иной области он станет корифеем советской ортопедии. Но и став выдающимся врачом, Гавриил Абрамович никогда не забывал родного Кусара. Изобретенный в 1952 году Гавриилом Илизаровым аппарат стал без преувеличения революционным событием в области хирургии. Выдающийся хирург-ортопед Гавриил Абрамович Илизаров скончался в 1992 году в разгар
Первой Карабахской войны, унесшей жизни тысячи тысяч достойнейших азербайджанцев, в том числе из его родного Гусара. Примечательно и то, что сегодня, в момент новой вспышки боевых действий в Карабахе, в Азербайджан поступило 510 черезкостных компрессионно-дистракционных аппаратов, также известных как аппараты Илизарова. Это удивительное изобретение гусарского врача имеет колоссальное значение в восстановлении здоровья раненых солдат. 3500 аппаратов Илизарова, которые поступят в Азербайджан, помогут сохранить жизни и здоровье тысячам достойнейших сынов этой страны, сражающихся в Отечественную войну в Карабахе. И вновь, как в 90-м году, среди них немало выходцев из его малой, но гордой родины, города Гусар. Как и в Великую Отечественную и Первую Карабахскую войны, Гусар не остался в стороне от вспыхнувшей вновь войны в Карабахе. Несмотря на бремя военного времени, в этой Отечественной войне, как и весь Азербайджан, гусарцы полны решимости, веры в правоту нашего дела, а посему в неизбежность нашей победы. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Qələbə mübarək Qusar, eşq olsun Qarabağ Azərbaycandır.